Так, народ, привет! Сегодня у нас на повестке дня нечто такое, что есть практически в каждых наручных часах, но о чем мало кто задумывается всерьез. Люминофор. Да, это та самая светящаяся фигня на ваших стрелках и метках. Думаете, это просто краска? Если бы. За этой просто краской больше 100 лет такой дичи, таких драм, таких технологических кульбитов, что любой сериал позавидует. Тут вам и смертельно опасные вещества, которые когда-то считали панацеей, и что без них вообще нельзя обойтись. И девчонки, которые буквально умирали на своей работе. Ученые, которые бились над загадкой вечного свечения. Короче, вся история о том, как часы научились светиться в темноте, это целый триллер с элементами научной и не только научной фантастики и производственной драмы. Готовы копнуть глубже? Тогда погнали! Мы сейчас с вами разложим по полочкам всю эту эпопею. От первых наивных попыток до самых современных хай-тек решений. И да, конечно же, будут жесткие факты, будут имена, которые не будет лишним запомнить. И будут моменты, от которых, возможно, может кому-то станет немножко не по себе. Но это все часовая история. История света, который мы с вами носим на своем запястье каждый день. Представьте себе, начало 20 века, электричество на всей планете кот наплакал, ночью темень такая, что хоть глаз выколи. А время знать нужно, особенно если ты военный, моряк, ну или там, скажем, машинист поезда. Как быть? Либо посветить керосинкой на часы и таки увидеть время, либо взять часы с репетиром. Правда, они стоили как крыло самолета. Остается только одно. Нужны циферблаты, которые будут светиться сами. И в этот момент на сцену выходит радий. Открытый супругами Кюри в 1898 году, этот элемент был просто бомбой. Светился сам по себе. Народ в восторге. Уже в 1902 году некий Уильям Хаммер смешивает радий с сульфитом цинка. Представьте себе, всего через 4 года после открытия элемента уже патентуют краску на его основе. Так вот, светящаяся краска была запатентована не Уильямом Хаммером, как можно было подумать, а Джорджем Кунцем из Тиффани. И физика была очень простая у всего этого процесса. Радий испускает альфа-частицы, они бьют по сульфиду цинка, и тот начинает светиться. Круто, не то слово. Но есть нюанс, как всегда. Период полураспада радия 1600 лет. То есть светить будет вечно, ну или почти вечно. По крайней мере, на одну человеческую жизнь точно за глаза хватит. Так вот, первые часы с такой подсветкой появились уже в 1910 году. И разлетались они просто как горячие пирожки. Первая мировая война. Часы с радиевым циферблатом есть у каждого офицера. Однако самое интересное в этой истории, и, пожалуй, самое жуткое, то, что в те годы радий считали буквально панацеей, практически святой водой, если хотите. Его реально добавляли абсолютно везде. В воду, для омоложения, ага, конечно. Шоколадки, кремы для лица и даже в зубную пасту. Все абсолютно делалось с радием. Были даже радиевые одеяла и даже радиевые презервативы. Ну, чтобы светилось в темноте, не промахнуться. И вот это вот все производилось в огромных объемах. И поэтому какие-то радиевые циферблаты воспринимались как самая обыденная вещь. Так вот, маркетологи того времени отрывались по полной программе. Они впаривали живительные лучи радия, как панацею от любой болезни. Народ это все, конечно же, хавал. И никто не знал, что живительная сила – это медленный, но верный убийца. Этот слепой восторг, конечно же, пришлось платить. И платили в основном те, кто этот волшебный свет создавал. Молодые девчонки на фабриках, которые голыми руками, без всякой защиты, наносили эту радиоактивную дрянь на циферблаты. Их история – это отдельный, очень мрачный акт нашей пьесы. Они думали, что несут людям свет, а на деле несли смерть. И в первую очередь, конечно же, самим себе. Но об этом чуть позже. А пока что радий был королем. Сияющим и беспощадным. Ну и, конечно же, безальтернативным. Никто не осмеливался сказать, что король-то голый и радиоактивный. Вообще, самого понятия радиоактивности тогда еще не существовало. А теперь давайте без сентиментов и по фактам. Фабрики United States Radium Corporation в США и куча подобных им фабрик в Европе, тысячи молодых работниц, которых история запомнит навсегда как радиевых девушек. Их задача – просто красить циферблаты.
Краска — это тот самый Андарк на основе радия. Инструкция была предельно простой. Обмакнуть кисточку, облизать кончик для придания формы и нанести. Lip Deep Paint. И так 250 раз за смену. За каждый циферблат платили 1,5 цента. Можете сами посчитать, сколько смерти они съедали за день и сколько денег за это получали. И, конечно же, работодатели говорили им: девчонки, это безопасно, даже полезно. А некоторые врачи, сидевшие в те годы на зарплате у крупных корпораций, даже подтверждали, мол, радий укрепляет здоровье. Полный бред, конечно же, сейчас, но тогда это все прокатывало. Девчонки верили и даже баловались, красили ногти, зубы. На танцах просто светиться хотели. В Швейцарии их так и называли — девушки-призраки, потому что после работы их одежда, волосы просто светились. Жуть. Пришла довольно быстро. Сначала слабость, анемия, потом адские боли в челюстях, зубы крошились и выпадали. Есть задокументированный случай. Дантист потянул за зуб, а вытащил сразу целый кусок челюсти. Кость просто сгнила у живого человека. Доктор Теодор Блам первым поставил диагноз — радиевая челюсть. Тогда еще не знали про лучевую болезнь. Ну а дальше, в целом, классика лучевой болезни. Спонтанные переломы, поскольку радий вымывал кальций из костей, саркома, лейкемия. Радий накапливался в организме и медленно убивал изнутри. Корпорации, понятное дело, шли в отказ. Это не мы, они сами виноваты, сифилис у них. Примерно так звучала их позиция в суде. Нанимали экспертов, которые за небольшие деньги писали нужные заключения. Давали деньги судьям, и в целом суды затягивали, надеясь, что истцы просто не доживут. Ну, мрази одним словом, но как будто бы когда-то крупные корпорации вели себя как-то иначе. Но находились и смелые люди, например, Грейс Фрайер и ее подруги по несчастью попали в суд. В целом, понятно, они сами были теми самыми радиевыми девушками. Их борьба — это пример невероятного мужества. Полумертвые, они добивались правды. И таки добились. Их дела получили огромный резонанс, заставили власти задуматься, хотя многие из них так и не увидели финальной победы. Говорят, что их могилы до сих пор фонят, счетчики Гейгера зашкаливают. Вот такое вот наследие. И да, девушки выиграли суд, но что вы думаете? Радий исчез в часах? Конечно же нет. Радий запретили в часах только в 1968 году. Еще раз, 68 год. Десятилетия люди носили на руке, по сути, маленький ядерный реактор, который излучал огромные дозы радиации. И да, радий фонит гораздо больше, чем, например, изотопы урана, которые используются в ядерной энергетике. Но лед тронулся, начало было положено, и индустрия в целом поняла, что так дальше нельзя. Нужен был новый люминофор, менее убийственный. Как итог, после радиового скандала часовщики зашевелились, и первой попыткой найти замену стал Прометей 147. Его получили в Штатах в 1945-м. Был плюс. Он не давал жесткого гамма-излучения. Но был и огромный минус. В период полураспада всего 2,5 года, то есть часы слепли буквально на глазах. Тогда вспомнили про тритий. Тритий, если что, это такой изотоп водорода, открытый еще в 1934 году Резерфордом. Тритий тоже, конечно, радиоактивен, но в отличие от радия он испускает мягкие бета-частицы. И что такое, по сути, бета-частица? Это электрон, который выбило из атома, и он обладает не очень большой энергией, поэтому полностью экранировалось такое излучение стеклом часов. Почти безопасно для владельца. Период полураспада трития — 12,5 лет. Не радий, конечно, но уже хоть что-то. Яркость подсветки падала вдвое каждые 12 лет. А метки желтели. Та самая винтажная патина, которую так любят коллекционеры. Кстати, интересный факт. Почти весь тритий, который мы используем сегодня, он искусственный. Его делают в ядерных реакторах. Он получается в результате ядерной реакции из лития. В природе на самом деле трития мизер. В СССР, например, на заводе «Восток» делали командирские, амфибии. Я думаю, любой подписчик канала прекрасно знает эту часовую фабрику. Так вот, они смешивали тритий с парафином, и вот этот состав наносили на циферблаты. Но настоящий хай-тек с тритием пришел из Швейцарии. Знаменитая компания MB Microtech, также известная многим любителям часов. В конце 60-х они довели до ума свою технологию GTLS. Те самые триглайты. Суть очень простая. Газообразный тритий запаивали в маленькой крошечной стеклянной трубочке, на стенке которой изнутри был нанесен люминофор. Как итог, испускаемые бета-частицы бомбят краску, краска под этим воздействием светится.
Все просто и постоянно. Лет на 20-25 хватит. Вся радиация внутри. Безопасно, круто. Часы с триглайтами пошли сразу в армию и спецназ. В таких марках, как Tracer, Luminox, Ball. В целом надежно, светит всегда, заряжать не нужно. Третий, конечно, был явным шагом вперед по сравнению с радием. Но все равно оставалась радиоактивность, пусть и мягкая. Все равно было постепенное угасание. Всего лишь 20 лет срок службы реальный. Хотелось чего-то совсем другого. Полностью безопасного и желательно вечного. И решение пришло, откуда не ждали. 1993 год. Япония. Компания Nimoto Co. Парни, а если быть точнее, Йошихико Мураяма. Да, хрен выговоришь. Ну, в общем, вот именно он со своей командой взял и придумал люминова. Это уже была не просто какая-то радиационная хрень, а фотолюминесцентный пигмент. Основа — алюминат стронция. И да, если вы думаете, что стронций тоже радиоактивный, да, это так, но в таких количествах, как он там был, никакой радиации он, конечно же, не излучал уже. Ну и плюс присадки из редкоземельных металлов, Европе, диспорзии, и хрен его знает, что там еще намешано. Как работало? Да очень просто. Заряжается от любого источника света. Солнце, лампочка, фонарик, неважно. Электроны в материале при этом возбуждаются, потом в темноте они успокаиваются, при этом отдавая свою энергию в виде света. Ну и светит эта штука раз в 10 дольше и ярче, чем любые нерадиоактивные источники, которые были до нее. Чистая химия, никакой радиации. Швейцарцы, известные своей любовью ко всему качественному и технологичному, тут же подсуетились. В 1998 году компания Nimoto и швейцарская RC Tritec создают совместное предприятие и начинают производить люминова под брендом Super Luminova. И да, если вы думали, что Super Luminova — это следующий шаг после люминовы, то нет. Это просто коммерческое название. И, друзья, это стало стандартом. Почему? Потому что, во-первых, безопасно, абсолютно безопасно, можно хоть облизать. Ну, конечно, не советую тоже. Все мы помним про радиевых девушек. Так вот, во-вторых, это было ярко, реально ярко, особенно сразу после зарядки. В-третьих, это было долговечно, светит часами, я думаю, все, у кого есть часы с суперлюминовой, это замечали. Сама светомасса служит лет 15-20, то есть плюс-минус столько же, сколько и тритий. Особой деградации при этом не замечается. И да, самое главное, 4 разноцветно, дизайнеры в это просто влюбились. Можно делать люм почти любого цвета. Зеленый, классика, это Luminova C3, он самый яркий, синий, BG что-то там, не помню сейчас, оранжевый, желтый, короче, вообще весь спектр. Это круто. Дальше появились сэндвич-циферблаты, привет Панераи, там люм лежит толстым-толстым слоем под трафаретом, люм на безелях, привет китайцы с полностью залитым люминофором циферблатом, в общем, куда его только не пихали, на заводные головки, даже на роторы автоподзавода. Конечно, есть и другие составы, не суперлюминовый единым. Seiko очень активно пиарит свой LumiBright, и многие в восторге говорят лучше, ярче суперлюминовый, ну или как минимум не хуже. Rolex не так давно выкатили свой Chromalight, синий, яркий и долгоиграющий. Конкуренция двигателя прогресса, так что почему бы и нет. И сегодня, если у вас на часах что-то светится, то с вероятностью 99% это какой-то вариант суперлюминова, либо ее аналог. Безопасно, эффективно, ну и на самом деле недорого. Так что, кажется, мы нашли то, что искали больше 100 лет. Хотя, зная человечество, это вряд ли конец истории. Наверняка уже сейчас кто-то в какой-нибудь суперсекретной лаборатории колдует над люминофором нового поколения, который будет заряжаться чуть ли не от силы мысли, работать годами от одной зарядки или что-нибудь в таком духе. Так что поживем — увидим. Что, друзья, вот такая получилась история. От наивной веры в чудо радий и страшной цены, которую заплатили радиевые девушки, через поиски и компромиссы с тритием к современным, безопасным и чертовски эффективным люминофорам вроде суперлюминова. Больше 100 лет проб и ошибок, трагедий, гениальных находок. И все ради чего? Чтобы мы с вами могли в любой момент, даже в полной темноте, просто взглянуть на руку и узнать, который час. Мелочь, казалось бы, но за этой мелочью огромный пласт человеческой истории, науки и, увы, человеческой глупости и жадности. Главный вывод – прогресс – это круто. Но он всегда должен идти рука об руку с ответственностью и здравым смыслом. Иначе цена может оказаться слишком высокой.
История люминофора – ярчайшее тому подтверждение. А что вы думаете по этому поводу? Может, у вас есть часы с какой-то интересной историей подсветки или свои мысли о том, куда дальше двинутся технологии? Пишите в комментарии, пообщаемся. Всегда интересно получить мнение умных людей. Ну что, друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, было не скучно и познавательно. Если зашло, вы знаете, что делать. Лайк, подписка, колокольчик, все дела. На канале выйдет еще много чего интересного про часы и их историю. Спасибо, что досмотрели. Берегите себя и свое время. Всем пока.